Привет! Каждый понедельник у меня выходит новое видео, обучающее по звукорежиссуре, все, что касается звука, сведения и мастеринга. Поэтому подписывайтесь на мой канал, не пропускайте видео, они все очень интересные, познавательные. 99% у меня положительных отзывов. Ставьте лайки, жмите на бубенчики. Что мы будем делать сегодня? Сегодня мы будем сводить трек в стиле Deep House. Трек Геннадия Коваленко. У меня есть файл Mastered, файл Print и мультитрек. Сначала познакомимся с самим треком и с мастеренной версией. Ну и чуть подальше послушаем. Ну, такой атмосферный трек по мультитреку. Но давайте сначала попробуем сравнить оригинальную версию Print и версию мастеренную. Чем они отличаются? Ну, мастеринг делался по референсу. Геннадий на мастеринге решил поднять чуть-чуть верхнюю середину. Это слышно, да? У нас хэт и клэпы стали острее. Причем я как бы сказал, что, в общем, это, наверное, для дип слишком жестко. Но как бы такого было решение. И поскольку это все-таки по референсу сделано, то, может быть, такое может быть. Ну, понятно, да, что мастеренная версия, даже по волне видно, она звучит намного громче, но я громкости выровнял, для того, чтобы мы слышали разницу до мастеринга и после мастеринга. Дело в том, что вот этот подъем в районе там 6 килогерц примерно, видимо, я не знаю, я не присутствовал при мастеринге, но на слух это так. Он сделал клэп и хэт похожими друг на друга. То есть они исходно отличались, теперь они стали очень похожими. И сам трек весь стал ярче, плюс вокал стал ярче. Хэт был выше, клэп были ниже. А теперь они прямо как бы в одном целом, да? То есть они оба работают в районе 6 килогерц. Вот это один из недостатков, который получился в результате мастеринга. Второй меня немножко смущает саб-низ, потому что, ну, давайте по мультитреку пройдемся. Ну, то есть это слышно на слух и так, да, понятно, что на басу стоял сайдчейн компрессор от бочки. Тем не менее, саб-низ, он все равно
очень сильно выделяется после того, как проходит сайдчейн. Поэтому я бы улучшил это и добавил еще сайдчейн компрессии, уже может быть полосовой компрессии. Второй момент. Надо постараться максимально разнести head и clap. То есть всю эту коррекцию, то, что мы сделали трек поострее, это можно сделать на сведении. Теперь по мультитреку. Значит, у нас есть бас. Ну, давайте с кика начнем. У нас есть кик. То есть мультитрек звучит так же, как звучит файл print. Сейчас у нас мультитрек играет. Кик. Кик с сабнизом. Кик с сабнизом. И не очень понятно, на какой частоте этот саб. С басом это не очень... Ну, бас даже выделяется по отношению к кику. Head и clap. И дальше атмосферные звуки. Это только во вступлении играет и вокал. Ну вот, давайте попробуем улучшить это. Для начала давайте попробуем подружить, наоборот, то есть как бы разнести клэп и head. Вот это наш head. Вот это наш клэп. Ну, в исходном варианте они тоже достаточно похожи. Поэтому я предлагаю сделать эквализацию. Мы сделаем подъем в районе 7000 на head. И тогда head у нас будет звучать совсем не так уже. Head будет звучать похоже на мастеренную версию. А клэп, наоборот, мы его опустим куда-нибудь пониже. Теперь послушаем клэп. Ну вот тут была версия 2 подъема. Вот этот подъем в районе 15, он дает хорошую читаемость для клэп, чтобы они не были ватными. А второй подъем, он ограничивает клэп от хэта, отделяет клэп от хэта. Вот они тоненькие, а теперь они достаточно плотные. Ну и послушаем все это вместе. После коррекции клэп и хэт стали чуть погромче, поэтому в общем миксе мы их потом чуть-чуть приберем. Теперь давайте займемся басом. Попробуем. Во-первых, что важно? Тональность трека ми минор. Соответственно, кик у нас должен звучать в тональности. Давайте сделаем сайдчейн компрессию. Для этого я взял эквалайзер от FabFilter. Я пробовал сначала C1, но потом я решил, что FabFilter в этом отношении будет интереснее, потому что у него есть возможность компрессии отдельной полосы. Да? Но тональность ми минор, соответственно, нота ми в нашем случае это 41 Гц. Вот эту частоту я как раз и буду компрессировать в басу, потому что на этой частоте будет работать кик. Активируем.
И делаем посыл с кика на компрессор. Бас Insert 3, да. И послушаем, как они будут работать два вместе. Ну, для того, чтобы было понятно и слышно, я кик сейчас отключил, он идет только в цепи управления компрессором. Очень удобный эквалайзер в этом отношении. Теперь, смотрите, 41 мы сайдчейним от кика, тогда на кике нам нужно поднять эти 41. Опять же, что мы сделаем? На кике мы поднимем 41 Гц, чтобы бочка была точно в тональности и звучала так, как надо. Да? Послушаем. Но если более радикально... Я поднимаю 41 Гц на кике и чуть-чуть перегруппирую спектр, потому что через октавы 76 я опущу, чтобы все-таки не было его очень много. Получится вот такой зигзаг. Ну, мы только чуть-чуть подчеркнули, да? И теперь два вместе. Готово. Добавляем хэт. Готово. И клэп. Теперь они каждый на своем месте. Ну, коррекция не радикальная, я чуть-чуть только просто все это подправил и более точно выставил ноту ми на бочке и сайдчейн компрессии на ту же ми, но уже на басу. То есть из-за этого низ становится чуть более прозрачным, чуть более ясным. Клэпы и хэты мы разнесли. Теперь давайте послушаем здесь вот в Original Mix. Есть очень интересный эффект на вокале. То есть как бы реверб нарастает, нарастает, нарастает. Это очень длинный плейт, и потом резко обрывается. Да? А в нашем случае у нас этого эффекта нет. В нашем мультитреке у нас голос просто звучит. Ну и дилей на вокале на мужском, да? Значит, нам нужно добавить FX Channel Track, реверб стерео, R-верб. И теперь нам нужно сделать с дорожки вокала сенд на реверб. Делаем сенд на реверб. И этот посыл мы должны автоматизировать для того, чтобы... Ну, во-первых, давайте подправим частотную характеристику. Низ мы приберем, верх, наоборот, сделаем незатухающим. И срез по низам от 150, думаю, будет неплохо. Будет тогда звучать вот так.
Ну, похоже, да? То есть вот он исходно был вот такой. Мы его сделали вот таким. И теперь наша задача — автоматизация реверба. Резкий подъем реверба по громкости достаточно глубоко и плавно. И потом быстрый спад. Вот что у меня получилось. И еще раз все вместе. Ну, примерно такой же эффект, как он был вот здесь. Еще, кроме этого, ну, только все очень громко, да? Вот, значит, там можно будет потом автоматизировать еще громкость. И вот здесь в конце я решил дать тоже немножко реверба, чтобы у нас было какое-то разнообразие и движение, да? Чуть больше воздуха. В оригинальной версии этого не было. В оригинальной версии было, здесь было сухо. В конце это тоже неплохо слушается. И здесь. Да, я еще автоматизировал громкость вот здесь, на мастер-шине. И в конце мы тоже весь этот эффект оставили. На этом, наверное, и все. По финальному миксу мы чуть-чуть скорректировали клэп. Сейчас послушаем все это, сравним с версией оригинальной. Теперь мы можем экспортировать этот файл, print, и переходим к мастерингу. Итак, вот это наша версия. Это оригинальная. Так, по мастерингу, значит, я решил воспользоваться озоном. И здесь у нас будет мультибенд компрессия по полосам. Первая полоса звучит вот так. Здесь ratio 2 к 1, ну, наверное, лучше поставить 4. Атака 20 миллисекунд, так чтобы он кик пропускал. Релиз, наверное, слишком быстро. 30 будет достаточно. Вторая полоса.
Здесь 4, 20, 30. Ну, в принципе, я все то же самое сделал, так же, как и там и было. Третья полоса. Лимитирование по полосам я не использую. Я буду пользовать общий лимитер. А компрессия здесь 2 к 1, наверное, тоже будет маловато. Сюда надо 4. Здесь нормально, а здесь сюда тоже, наверное, 30, может даже 20. Ну и последняя полоса. Тоже 4. Ну, здесь точно совершенно не больше 10. И сюда не больше 20. Вот что у нас получилось после мультибенд компрессии. Сабниз чуть-чуть подъелся, и он стал более компактным, более читаемым. Поэтому, наверное, даже это хорошо. Хотя, возможно, кто-то скажет: нет, я хочу больше саба. Ну, без мультибенда более размазанно звучит низ. Так, хорошо, идем дальше. По стереоимиджеру. Значит, смотрите, я взял опять же озоновский имиджер. Низ я поставил строго в моно, в центр. Нижнюю полосу вторую я вообще не трогал. И чуть-чуть раздвинул верхнюю и следующую полосу. И еще один у нас тут лимитер. Ну, до него попозже мы дойдем. Вот здесь я так же, как и много раз уже делал, также сделал. Я сделал 2 максимайзера, которые работают по пикам. Первый работает у нас... И второй следом. И в конце еще я вейвовский лимитер воткнул на 2,4 дБ. Но вот, наверное, он будет самый скромный. Ну, АЧХ я не корректировал, как вы обратили внимание. И теперь посмотрим, что у нас получится после того, как мы закончим мастеринг. Я экспортировал файл. Наш файл, вариант нашего микса и мастеринга называется Deep Remix Mastered, а Геннадий Коваленко и Эх — это, соответственно, оригинальная версия. Ну и теперь сравнимся. По 8-й цифре.
Ну, на самом деле, обе версии имеют право на жизнь. Наша получилась более мягкая. На мой взгляд, это более в стиле дип. У нас более локальный, более разграниченный низ, и разграниченный клэп и хэт. И в целом он как бы, мне он нравится больше, мне ощущается в этом миксе больше объема, а у Геннадия у него больше остроты. Но я думаю, и то, и другое имеет право на жизнь. Еще раз послушаем. Ну, на этом на сегодня все. Ставьте лайки, жмите бубенчики. Каждый понедельник у меня выходит новое видео. Всем пока, всем хороших миксов.